Привет, Арми. Когда Чингук появился в прямом эфире, у меня замерло сердце. Прошло так много времени с тех пор, как мы его видели. Ощущение его присутствия, даже через экран, казалось таким близким и реальным. Это было одновременно и прекрасное, и самое болезненное чувство. Было почти рассвет, но он все еще выглядел красивым и искренним. Я вспомнила, что Ви всегда говорил о том, какой особенный Куки. Этот прямой эфир был другим. Чингук показал себя таким, какой он есть, без масок и притворства. Он сказал, что хотел бы поделиться большим, но ему мешали рабочие обязанности. Потому, как он говорил, было ясно, что он заботится о нас. Он пришел, потому что чувствовал необходимость поздороваться, не из чувства долга, а от всего сердца. Он весь день усердно работал. Но все же нашел время, чтобы поговорить искренне. На протяжении всего эфира было ясно, что он многое скрывает. Были слова, которые он сдерживал, были паузы, которые говорили громче слов, и все же он продолжал улыбаться, оставался нежным, оставался самим собой, таким теплым и добрым. Было поистине удивительно, как человек, даже уставший или находящийся в стрессе, мог проявлять привязанность к другим. В тот вечер он доказал, что его обаяние заключается не только в таланте, но и в его доброте. После окончания трансляции видео исчезло, как будто этого момента и не существовало. Многие были разочарованы, он не сделал ничего плохого, он просто был честным и человечным. Те, кто критиковал его, должны помнить, что Чингук – человек, у него есть чувства, у него есть границы, он имеет право выражать себя, не боясь осуждения. Тэхён всегда говорил, что Чингук особенный, и в тот вечер он доказал это еще раз. Их отношения казались крепкими, они понимали друг друга без лишних слов. Когда Чингук улыбался, казалось, что Тэхён все понимает. Их близость не была основана на домыслах, она была основана на постоянной поддержке, на общих переживаниях, на долгом пути, который строит доверие. В трудные времена дружба – это фундамент, искренняя поддержка не всегда кажется грандиозной, иногда это просто взгляд, легкая улыбка или спокойное присутствие. Чингук не заслуживает осуждения за честность. До того, как стать мировым кумиром, он был молодым человеком, который имел право чувствовать себя грустным, уставшим или расстроенным. Он заслуживал жить без постоянных указаний о том, как себя вести. Больно, когда некоторые люди сосредотачиваются на поверхностных деталях: ожерелье, фотография профиля, мелочи, вырванные из контекста. Гораздо важнее выражение его глаз, тон его голоса, пауза в его дыхании, чувствуется давление и огромная ответственность, которую он несет. Когда он говорит, что в компании есть люди, которые заботятся о нем, это совсем другой нюанс. Это не просто фраза, это передает чувство благодарности, это передает профессиональные отношения, которые остаются человечными. Прямой эфир был не пустым развлечением, это было маленькое окно в его мысли, редкий момент откровенности. Каждое выражение его лица передавало что-то более глубокое. Быть фанатом означает слушать сердцем, не искажать слова, не создавать драму. Честность – это форма доверия, а доверие нельзя предавать. Чингук часто общается через действия, через мелкие детали, через простые, но значимые жесты. Его молчание – это не отстраненность, а зрелость. Его эмоции присутствуют в повседневных поступках, и те, кто внимательно наблюдает, могут понять это без долгих объяснений. Со временем его отношения с Тэхёном развивались благодаря опыту, усталости, ответственности и трудностям. Их поддержка очевидна в их тихом общении, в том, как они утешают друг друга, в эмоциональном равновесии, которое они создали. Для того, чтобы увидеть эту близость, не нужны громкие заявления. Просто взгляд, просто улыбка, просто постоянство. Их связь отражала взаимное уважение. Она не зависела от публичных слов, а от конкретных действий. Расстояние и плотный график не ослабили их близость. Наоборот, они укрепили их непоколебимость. Фундамент был заложен со временем, из опыта, не всегда видимого для публики. Подлинные моменты, которые они разделили, навсегда остались в памяти, их улыбки снимали напряжение, их понимающие взгляды отражали доверие. Дело было не в сложных интерпретациях, речь шла о соответствии между тем, что чувствовалось, и тем, что было сделано. В конечном итоге, та ночь была не просто о удаленной трансляции, она была о смелости быть честным, об уязвимости, проявленной без маски, о молодом человеке по имени Чингук, который все же решил улыбаться, несмотря на давление, о молчаливой, но ощутимой поддержке Тэхёна, и о том,
как мы, фанаты, поняли, что любовь означает понимание, уважение и защиту. Потому что истинная привязанность доказывается не теорией, а искренностью. И именно эта искренность сияла ярче всего в ту ночь, хотя видео и было утеряно, его воспоминания и смысл будут жить в сердцах тех, кто действительно слушал. И после всего этого, после трансляции, которая пришла как теплый ветерок посреди ночи и исчезла без следа, остается не видеозапись, а чувство, которое она оставила после себя. Чувство, что мы только что стали свидетелями чего-то искреннего, чего-то невозмутимого, чего-то, рожденного из сердца Чингука, который пытался оставаться сильным. После этой трансляции воцарилась тишина, ленты новостей действительно были заполнены комментариями, теориями и дебатами, но под всем этим шумом одно оставалось неизменным – чувство заботы. Потому что те, кто действительно внимательно слушал, знали, что та ночь была не о сенсациях, не о драме, а о человеке, пытающемся разделить часть бремени. Быть такой публичной фигурой, как Чингук, означает жить под постоянным вниманием публики. Каждое слово можно исказить, каждое выражение лица можно неправильно истолковать, каждый жест можно подвергнуть сомнению, и все же он решил появиться, решил говорить, решил улыбаться. Это была не слабость, это была смелость. Он знал, что не все поймут, он знал, что не все будут справедливы, но он все еще доверял своим поклонникам, он все еще верил, что среди миллионов голосов есть сердце, готовое тихо выслушать, не искать лазейки, а понять. С другой стороны, тень поддержки ощущалась реальной, поддержка от того, кто знал его не как айдола, а как человека, как Чон Чингука, не просто как мировую звезду. Многие верили, что Ви понимает его безмолвный язык, понимает паузы в его предложениях, понимает слегка натянутые улыбки. Такая близость не родилась за одну ночь, она росла годами совместной жизни, тренировок, выступлений на сцене, слез, смеха и борьбы. Крепкая связь не всегда громкая, иногда она самая сильная, когда кажется простой, когда ее не нужно доказывать, когда об этом не нужно было говорить открыто, это просто чувствовалось. И в ту ночь многие почувствовали, что Чингук не был по-настоящему одинок. Самое трогательное было то, как он, несмотря на давление, продолжал проявлять доброту. Он не обвинял, не нападал, не проявлял гнева. Он говорил осторожно, с уважением. Даже когда было ясно, что есть вещи, которые он не может полностью выразить, это показало зрелость. Это показало, что он берет на себя ответственность не только за себя, но и за команду, за свою карьеру, за свое будущее. Возможно, трансляция была удалена, но основной посыл не удалось стереть. Он устал, но все еще старается. Он хотел быть более открытым, но должен быть осторожен. Он любит свою работу, но также чувствует давление. Все это – человеческая реальность. Как фанаты, возможно, самое важное, что мы можем сделать, это не анализировать каждую деталь, а создать безопасное пространство. Пространство, где он может быть самим собой, не боясь быть неправильно понятым. Пространство, где честность не встречает подозрения. Потому что в конце концов искренность всегда сильнее слухов, сочувствие всегда важнее шумихи, и зрелая любовь не кричит громче всех, она самая преданная. В ту ночь Чингук показал свою редко встречающуюся уязвимую сторону, и уязвимость – это не то, чего следует стыдиться, это доказательство того, что у него все еще доброе сердце, сердце, не ожесточенное миром, сердце, которое все еще заботится. И, возможно, именно поэтому так много людей продолжают его поддерживать, не только из-за его голоса, не только из-за его сценического таланта, а из-за его человечности, потому что он настоящий, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Если однажды он прочитает сообщение поддержки, пусть он знает, что любви больше, чем ненависти, понимания больше, чем осуждения, молитв больше, чем критики. Потому что, что бы ни случилось, чтобы не было стерто, чтобы не было искажено, одно остается неизменным. Чингук – это человек, который продолжает выкладываться на полную, даже когда ему самому нехорошо. И пока он продолжает идти вперед, пока он дышит и творит, всегда будут сердца, идущие рядом с ним. Не для того, чтобы контролировать, не для того, чтобы требовать, а для того, чтобы поддерживать, спокойно, преданно, искренне. В этом и заключается истинный смысл быть арми, не просто радоваться свету его сцены, но и поддерживать маленький огонек, когда ночь кажется самой темной.